Всем гутен так. У нас сегодня дождливо. Я же люблю рассказать про погоду, но суть не в этом. Сегодня я вам задам очень интересный вопрос, важный для меня, и я надеюсь на вашу отдачу, и что вы дадите мне адекватный ответ, и мы вместе решим одну небольшую мою проблемку. Честно говоря, интересно. Я помешался на кофе, уже давно, как еще в Беларуси это началось. Подсел на фильтр кофе, и потом все, каждое утро чашка нормального кофе, сваренного вручную этими руками. Сейчас решил попробовать холодный кофе. Интересная вещь. Так, о чем сегодня поговорим? Сейчас информация для тех, кто меня не знает. Меня зовут Андрей. Мы из Беларуси переехали сюда, в Германию. Из Германии я вам записываю эти видео и веду свой канал, который называется «Беларусь Германия». Я пока безработный, жена работает, у меня есть 2 детей. Вы их могли видеть в видео. Так что теперь я перейду к главному, к вопросу, который очень сильно меня беспокоит. О чем сегодня я хочу поговорить и что хочу вас попросить, это очень важно. Я не знаю, как дальше, что делать с своим каналом. Я хочу его развивать, мне очень интересно это. Я хочу задать вопрос вам, чтобы вы мне помогли с этим. Продолжать вести влоги, семейные именно влоги, или что-нибудь наподобие историй, размышлений каких-нибудь. И сейчас поговорим, что каждое из этого значит. Влоги. Что подразумевают в себе семейные влоги? Это то, как я провожу день, что мы делаем с семьей. Вот все время я там поснимал, как что-то приготовил, пошел ребенка в школу завез, со школы привел, там чего происходит в жизни, сделал прививку, не сделал прививку. Вот это вот семейные влоги, и может в этом направлении двигаться. Или же все-таки делать такие же, не такие же, а делать все-таки видео, в которых мы можем размышлять. Как тяжело мне в Германии, допустим, большая проблема сейчас для меня то, что нехватка вокруг русскоязычных людей с русскоязычным мышлением. Уехал мой дружище, я общаюсь с немцами, это великолепные люди с чувством юмора, все хорошо, но иногда не хватает выговориться. В Германии мне не хватает общения с русскими, просто с людьми такого же мышления. Поставьте его на паузу и напишите, сталкивались ли вы с такой же проблемой. Я думаю, эта проблема касается всех, кто переехал в Германию, поздние переселенцы, люди, которые по работе сюда переехали, все, кто русскоговорящие. Мне кажется, когда ты живешь не в какой-то общине, один, то, тяжело, не хватает мне этого. И у меня вопрос, или все это смиксовать, или же отдельно вести влоги. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели видеть в моих видео. Я не знаю, мне это нравится, мне приятно вам что-то рассказывать, но я иногда придумал одно, сел за пост, сел за камеру, и совсем все другое идет, и в итоге ты и такой незавершенный какой-то, что-то незавершенность остается, потому что думал одно, в итоге получилось на посте не то, что хотел, и смонтировал вообще третье. Так что очень хочется, чтобы вы дали свой ответ, свою оценку, что мне дальше делать. Я не знаю, что еще рассказывать в этом видео. Самый главный для меня это вопрос, на который вы, надеюсь, дадите ответ. Я в вас очень верю. Что еще такого мне рассказать? Да ничего, мы ждем начала школы. У нас школа, кстати, стартует 2 сентября, но это для третьеклашек. Первые классы, по-моему, там чуть пораньше, 1. Тут нет определенной в Германии даты. 1 сентября, как у нас это положено. 1 сентября, линейка, все там классно, красиво. Нет. Здесь в каждой земле 16 земель. В Германии каждая земля начинает год по-разному и заканчивает так же. Каникулы тоже здесь не 3 месяца, как у нас все это происходит. Поэтому ждем 1 сентября. Мы затарились. Жена с дочкой затарилась. Кстати, в следующем видео, наверное, немножко это покажу, что они купили, сколько примерно стоит в 3 класс, чтобы пойти, что надо купить и что это выходит по деньгам. Также мы еще стали на шаг ближе к смену квартиры. Почему меняем квартиру, я рассказывал. Во-первых, это у нас шикарная квартира, 4 комнаты, все, 110 квадратов, но нет, во-первых, балкона, это тоже немножко... у тебя и большая квартира, а когда летом жарко, ты не можешь выйти на улицу, смотришь на соседей, которые просто пьют кофе с утра, вечером можно бокальчик вина выпить. Это не может это сделать, это бесит, раздражает. Поэтому мы нашли квартиру, мы подписали договор, как правильно. Я вам расскажу,
но это чуть-чуть попозже про нашу новую квартиру. Что еще? Мы вернулись из Хорватии, мы съездили в этом году в Хорватию, отдохнули, я встретился там с мамой, с отцом, с дедушкой, с братом родным, который живет в Беларуси. Мама, отец и дедушка живут у меня в Хорватии, брат приехал из Беларуси, он там отдохнул целый месяц, но он еще на данный момент записи этого видео, он еще находится в Хорватии. Вот, наверное, и все. Так что, пожалуйста, еще раз прошу, ответьте на этот самый главный вопрос, в каком формате продолжать вести эти влоги. Ну вот, я, наверное, выговорился, потому что бывают такие переломные моменты, конечно, да, многие их скрывают, но что от вас скрывать-то, а? Надо быть честным. Так, все, ладно, не будем о грустном, пора заканчивать видео, потому что вот я это подумал, взял камеру, сел, записал. Все, жду фидбэка, обратную связь от вас, это очень важно. Еще раз, это много-много раз повторяю. Тех, кто не подписан на меня, пожалуйста, можно, нельзя говорить, подпишитесь. Я, кстати, тоже ставлю ссылочку на Инстаграм под видео. Что еще? Еще всем хорошего настроения, хорошего дня и до новых встреч.